Всем здрасте! Вы на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очень интересный пирог из слоеного теста. Первая начинка, первый этаж нашего слоеного пирога будут грибы. Значит, грибы и лук. И специи для грибов. Какие нужны специи? Только для грибов. Значит, что мы делаем? Мы лучок нарезаем полукольцами. Теперь возьмем грибочки. Грибочки лучше резать слайсами. Такими слайсами, видите? Вот такими слайсами. Вот такими слайсами мы нарежем грибы. Давайте еще раз покажу. Вот такими слайсами. Специи грибов будут у нас в описании. Но мы пока включим сковородку, нагреем ее. А пока здесь будет сковородка нагреваться, мы нарежем грибы. Масло нагрелось. Значит, забрасываем грибы. Жарим грибы на большом огне. Вот. И давайте мы сразу добавим лук-порей немножечко. Он придаст сладости. Отлично. А когда будет все готово, мы добавим еще немножко укропчик. Грибы любят укропчик. Вот так их немножко взбудоражим. Видите, как красиво? Такие грибочки. Вот, все. Ребята, ну пока жарятся наши грибы, у нас шпарш будет с кедровыми орешками. Кедровые орешки добавляют сладость мясу. А для того, чтобы они раскрылись больше, мы их немножко поджарим на сухой сковородке. Там много не надо. Сколько всего будет все у нас в описании. Надо только следить за орешками, чтобы они не сгорели. Ну что? Значит, ребята, мы все делаем одновременно. Этот пирог делается очень быстро. Готовое тесто. В духовку 200 градусов 20 минут. Вот первый курс у нас готов уже. Этим временем жарятся грибы и поджариваются орешки наши кедровые. Теперь возьмем, остылим его пополам. Вот так, все. Вот мы его разрезали пополам. Здесь у нас будут грибы. А класть мы будем наш второй корж не так, как он был, а вот так. Потому что при разрезе будут как будто слои. Ну, смотрите дальше, ребята. Ребята, грибочки немножко поджарились, размягчились. Водичка немножко ушла с грибов. Мы теперь добавим лук. Ну и перемешаем все. Пусть лук немножко напарится, станет прозрачным. Только тогда мы будем вводить специи. На этом этапе мы можем только подсолить. Солить по вкусу, у каждого, как он любит. И еще, ребята, я много масла не давал по одной простой причине. Потому что, когда у нас будут грибочки готовы, мы еще минут 5 потушим их в сливках. А мы дадим буквально 50 грамм сливок. Не надо много сливок давать, не надо их забивать. Именно 50 грамм сливок жирных, это будет достаточно для грибов. Это будет достаточно для грибов. Плюс чесночок и плюс укроп. Все. Пусть тушатся себе с луком.
Вот, ребята, лук стал прозрачным. Я добавил чуть-чуть маслица, чтобы поджарить немножко специи, чтобы они в маслице горячем, чтобы они лучше себя раскрыли. А? Чувствуешь? Ну, какой запах обалденный сразу стал. Ух ты. Давайте хорошо их перемешаем с грибами и с луком. Это за то, что мы дали, это достаточно. Очень вкусно будет, ребята. Уже пахнет, уже очень вкусно. А вы представьте слои. Дослоеное тесто. Правда, магазинное, но без заморочек, ребят. По-домашнему. Это хорошо и на обед, и на ужин. Можно подавать и с салатиком, свежим, зеленым, и с тушеными овощами. Очень вкусно. Все, что касается грибов, вы порезали лук четверть кольца или полкольца, добавили свои уже специи в грибы. Сейчас мы будем делать вторую начинку в фарш. Значит, для фарша нам нужно порезать лук мелким кубиком. Помидор нам нужно порезать мелким кубиком. Делаем меньше огонь в грибах. Перец мелким кубиком порежем. И пол морковки возьмем, тоже нарежем мелким кубиком. Это будет у нас для фарша. Ну и плюс то, что орешки мы поджарили и для фарша свои специи. Вот лучок мы нарезаем кубиком. Мы нарежем красный перец, помидор и морковку. А потом по очередности, раньше пойдет у нас фарш для обжарки, потом лучок вместе с морковкой, потом пойдет у нас перчик, в конце мы добавим помидорки. Потушим все вместе еще минут 10 и выключим. Ну вот грибочки протушились вместе с луком. Добавляем сливки. Так как я говорил, 50-60 грамм миллилитров. Вот так. Все, больше не надо. И все хорошо перемешаем, сделаем маленький огонь. Хочу вам сказать, что это уже можно использовать как отдельное блюдо. Сделать картошечку пюре вместе с этими грибочками. Шикарный ужин будет. Или обед. Овощи все нарезал мелким кубиком. Все одинаково. Посмотрите, и каждая ждет своей очереди. Пока возьмем фарш, будем его жарить. Тушить. Не жарить, а тушить фарш. Вот так. Фарш говяжий? А? Фарш говяжий, конечно. Ну, кто кушает свинину, правильно ты подметила? Можно любой. Можно любой, кто кушает свинину, может любой фарш давать. Да, кстати, и соевые сливки были. Кто кушает молочные сливки, может взять простые сливки. Я взял соевые сливки. Штучки. Чтобы не было у нас комков. Фарш, чтобы не было комков, хорошо растереть его в сковородке, пожалуйста. Это важно. Вот на этом этапе я хочу в фарш добавить специи, чтобы овощи не взяли на себя лишние специи. Лучше отдать специи мясу, а мясо уже потом отдаст овощам, и я овощи возьму столько, сколько им надо. Вот наши специи. Вот так. Сейчас тоже их прожарим. Какой запах сразу стал, видишь, какая разница.
Хотя и говядина дала хороший запах на сковородке в масле подсолнечном. Но запах другой, жареный. Угу. Ну, вкусный запах. Да. Давайте еще немножко и оставим в покое, добавим водички и пусть себе тушится немножко фарш. Минут 10. Добавим водички 50 мл, не больше. Потому что все ингредиенты в пирог мой слоеный должны быть уже готовыми. Вы просто потом увидите, что мы сделаем. Интересный ход конем у нас есть, ребята, в конце. Смотрите до конца, и вам будет вкусно и интересно. Мясо протушилось немножко, добавляем лучок. И давайте перемешаем все. Значит, ребята, на этом этапе, когда немножко протушился лук, мы добавляем красный перчик и морковку. Смотрите уже, как красиво у нас все получается. Ну и будем обжаривать до готовности фарша из наших овощей. Как чувствуешь запах, Лен? Обалденно. Какая красота. Угу. Ну еще 5 минут и будем отключать. Возьмем чаши и перекладем все в чашу. Все готово, ребята. Осталось только нам собрать наше блюдо, наш пирог. Значит, первый слой у нас грибочки с луком и сливки. Здесь у нас с овощами. Мясо с овощами и с кедровыми орехами. Значит, первый слой будем выкладывать грибы. Этот корж, который мы спекли, и разрезали его на два коржа. Вот наши грибы. Смотрите, какие шикарные, как они пахнут. Это обалденно. Лена, как выглядит дача? Класс, а? Классно. Должно быть очень вкусно. Угу. Так много грибов. Ну да. Для себя же делаем родных. Да. Ребята, и распределяем грибочки по всей поверхности коржа. Чтобы в каждом укусе был грибочек. Следующий слой у нас пойдет мясо. Теперь тесто. Теперь мы ложим тесто. Обратите внимание, мы ложим коричневым вниз, чтобы при разрезе были видны слои. Вот так. Немножко прижмем чуть-чуть. Отлично. Теперь добавим мясо. Оно тоже хорошо, когда оно горячее. Оно еще пропитает паром корж. Хотя мы все равно будем ставить в духовку под фольгу. Возьмем наш пирог. И поставим его еще на 10 минут в духовку на 180 градусов. Распределяйте ровненько. Вот так. И накрываем. И накрываем другим коржом. Вот так. Теперь смотрите, ребят. Возьмем яичко. Мы уложили наши слои, нашу начинку. И последний штрих. Возьмем желток. Немножко просто помажем, чтобы кунжут держался. Нам здесь не нужна румяная корочка, потому что, ну, так у нас. Больше для блеска. Да, больше для блеска. Все. Достаточно. Возьмем щепотки 2.
Значит, разогреем духовку на 180 градусов. Разогреем духовку на 180 градусов. Вверх-вниз. И в течение 10 минут фольгу, чтобы он немножко пропарился. Вот так. Открываем духовку. Задвигаем противень. Ставим в духовку. Закрываем. Ставим обязательно таймер на 10 минут. На 10 минут. Ну вот, ребята, какой шедевр у нас получился. Посмотрите, сказочный пирог. Посмотрите, деликатесный пирог. Какой он красивый, а? Посмотрите, какая красота. Сочный, вкусный, запах обалденный специй. Ребята, сделайте такой пирог по моему рецепту. Угостите своих друзей, близких. Вам будет приятно, им будет вкусно. Несложно. В течение часа вы делаете пирог. Пользуйтесь на здоровье рецептом, и будет вам вкусно. Но, ребята, я хочу пожелать всем мира, добра, счастья, ну, здоровья, конечно, и всего самого наилучшего. Заходите на канал, смотрите видео, пользуйтесь рецептами. Я обещаю вам, что будет вкусно. Вот этот пирог – это шедевр. Это очень интересный пирог, который внутри пирога 2 этажа начинки. Попробуйте, и будет вкусно. Всем пока, счастья, до свидания.